Всем доброй ночи, друзья мои. Как говорил герой из «Мертвых душ» Чичиков, давненько я не брал шашки в руки или шахматы. Иногда нужно немного отойти на несколько шагов назад, передохнуть, переключить свое внимание на другие свои таланты, потом соскучиться по работе, обратно вернуться и продолжить свою дорогу дальше. Так что мы с вами сделали некую такую музыкальную паузу. Иногда буду выкладывать, но в основном это на канале авторские песни. Может быть, буду делиться. Но как бы там ни было, возвращаемся к магии. В наш мир таинств. Тем более, что никто вам больше такое не расскажет и не подарит. Без лишней скромности. Это правда. Потому что мало людей, которые преданы. На самом деле преданы своему предназначению. И вообще мало у кого это предназначение есть в той или иной сфере жизни. Итак, начнем. Как раз первый вопрос про ведьм. Не знаю, сегодня смогу ли довершить все, потому что много вопросов. Но постараюсь по мере возможности. Так, первый вопрос. В связи с ответом про шабаш возник новый вопрос. Вы как-то говорили, что настоящих ведьм 1 на миллион. Из ответа про шабаш я поняла, что ведьм в наше время очень мало. Судя по всему, происходит вырождение ведьм. А с чем это связано? Ведь вы говорили, что во время инквизиции настоящие ведьмы не пострадали. А как же то, что рожденные ведьмы не могут не принять свой дар? Тогда почему ведьмы стали реже рождаться? И обязаны ли ведьмы передать свой дар так же, как и принять его? Насколько я поняла, вы не собираетесь передавать свои знания и силу. Хороший вопрос. Начнем. То, что инквизиция сжигала не ведьм и не колдунов, а неугодных. Или тех, кто слишком умничал. Любая власть, религиозная, государственная, в той или иной степени, в том или ином веке, в эпоху какую-либо, всегда устраняла тех, кто был неугоден. И поэтому удивляться нечему. Просто когда-то это происходило более жестоко. Сжигание на кострах, пытки, убийства, потом ссылки, потом, например, в разное время, в разные эпохи, даже в наш век, в наш нет пока еще, и в наш уже есть, да, но более жестокие меры, это, например, тираническая власть азиатских правителей, тот же самый Пол Пот и его уничтожение городских жителей, которых он ненавидел, и буквально просто уничтожил людей, оторвав из привычной среды и загнав, в селение на каторжные труды. Мало кто выдержал, и казни, и прочее. Ну и если вспомним еще латиноамериканских диктаторов, их страшные жестокие методы. Если мы вспомним восточных диктаторов и огромное количество людей, которые были убиты по религиозным или иным политическим убеждениям и прочее. Казни, повешение, забивание камнями и так далее. И могу вас
заверить в том, что там виноватых реально было, может быть, 1% или 1,5%. Остальные 99 это были совершенно невинные люди, которые просто были неугодные. Много знали, много понимали, мешали, не были согласны либо с религиозной линией, либо как бы с иными там убеждениями власти или методами. Те же самые гностики, Библия гностиков, протестанты, да, гугеноты, которых уничтожали беспощадно и пытали. Огромное количество, одним словом, разных таких религиозных или политических, или просто человеческих организаций, убеждений, которые очень жестоко карались, подавлялись. Было время в средние века, когда людей казнили просто за то, что они перевели Библию. Многие века народы слушали литургию, слушали эти, значит, проповеди на греческом, на латине, даже не понимая, о чем там речь. Это добавляло некой таинственности. Но когда начали переводить Библию или объяснять, и этих людей беспощадно начали казнить. Более позднее Средневековье дает нам людей, таких как Ян Гус, значит, ну, иные проповедники, которые постепенно увели людей от более канонической церкви на разные такие направления. Вот эти протестантские, гуситы их называли некоторые. Они разоблачали церковных отцов, отрицали индульгенцию. Ну, когда за любой грех можно заплатить, то есть за убийство столько-то стоит, чтобы простили за прелюбодеяние и прочее. Настаивали на том, чтобы людей не стригли насильно в монастыре. Естественно, церковь, католическая церковь очень жестоко с этим боролась, объявляя их колдунами, ведьмами и прочее. Очень тяжелые были времена, когда королев могли обвинить в колдовстве, и это было проще простого. Достаточно было просто увидеть свечи, либо стать неугодной и под обвинением в колдовстве быть или сосланным, или сожженным и прочее. Православная церковь, она не была столь жестока, скажем, к ведьмам, колдунам, стоит признать. У нас не было таких казней ведьм и каких-то пыток, уничтожения этих людей. Она осуждала колдовство, церковь, запрещала, где-то анафеме предавала людей, которых в этом подозревали. Но в большинстве случаев все относились с уважением к ведьмам, они друг другу не мешали, собственно говоря. Ведьмы могли и в церковь пойти, делать вид, что они очень набожные. Некоторые даже во избежание каких-то преследований или для того, чтобы обезопасить своих детей, начали говорить, что они делают от Бога, начали ставить иконы, начали ставить кресты, Библию и так далее. Так делают и в исламе, например. Она лечит через Коран, она святая женщина, она не ведьма, не надо так обзывать. На самом деле, откуда это пришло? И начали переделывать языческие заговоры на христианские. Вместо «дождь Бога» сказали «во имя Отца и Сына» и так далее. Это все было прикрытие, это все была вынужденная мера для того, чтобы избежать преследований. Но так вот сказать, что прям вот могли, конечно, бывали случаи, когда обвиняли женщину в чем-то, в колдовстве, в том, что младенцы умирали в селе, в том, что неурожайный был год. Люди, когда озлоблены, они всегда ищут козла отпущения, они ищут виноватого. А виноватый вот эта женщина, которая всю жизнь им помогала,
исцеляла их детей, помогала им там разными советами и прочее. В какой-то момент эта добрая, хорошая женщина почему-то стала злой и стала наводить какие-то порчи на их урожай. Логики ноль, но голодный, озлобленный человек ищет того, кто виноват. И поэтому во все времена, да, жгли абсолютно не имеющих к магии отношения людей. Тот же Джордано Бруно, который сказал, что Земля круглая. Иные ученые. Та же Агора, которые фанатики, которую вывели, раздели и начали забивать камнями. Христианам изначально сочувствовали очень, потому что их кидали ко львам, их вешали, казнили, обращались с ними очень жестоко и бесчеловечно в первом веке нашей эры. Но когда они пришли к власти, они стали то есть официальной религией, получили все права, то поменялись местами, теперь эти пытки и казни уже они сами совершали. 2 сумасшедших монаха неудовлетворенных, потому что мужчины, у которых сексуальная энергия, она прикована, закрыта, они начинают становиться агрессивными. Если вы прочитаете, например, «Молот ведьм», который пропитан этой агрессией, ненавистью и сексизмом по отношению к женщине, это раскрыть ее половые органы, это посмотреть, значит, все тело, рассмотреть, где там есть какие-то точки. Это смотреть ее в разных позах, это ее топить, это ее разрывать, и чего только там нету. Все эти неудовлетворенные сексуальные фантазии, которые у здорового мужчины уходят в его постельные утехи, это все вылились на этих несчастных женщинах. И как бы это все делалось под прикрытием закона, религии, Бога. И, казалось бы, придраться не к чему. И обвинить их не в чем. И 600 лет жгли, убивали в Европе красивых и умных людей. И Европа пришла к краху практически. Если сейчас посмотреть генетику европейских народов, почему у нас самая обыкновенная женщина, которых у нас, то есть не так и много обыкновенных женщин. У нас каждая вторая женщина, если не сказать, каждая первая красивая. У нас красивый народ. Для Европы каждая у нас обыкновенная женщина считается просто супер сверхкрасавицей, потому что у них красивых женщин практически нет. И всех этих красавиц, которые снимаются в кино, если то есть вы видите, они после пластики. У кого-то более значимое, видно, что это пластика, у кого-то так поменьше, но все прошли через пластику. Ой, да, правильно сказал. Пластическую хирургию. Ген красоты был практически уничтожен. И католическая церковь пришла к такому краху, что теперь там продают практически эти здания за ненадобностью. Могут снести средневековую церковь. Ну а зачем мешать? Никто все равно туда не идет, один убыток. Они уже на это смотрят вот так. Они уже религию не воспринимают всерьез. Она осталась как традиция, не более того. Почему? Именно вот из-за этих средневековых жестокостей и зверств. Но что случилось, что было на Руси? На Руси была сожжена одна единственная ведьма. Так ее назвали, конечно. Была ли она ведьмой, большой вопрос. Может быть, просто будучи сельского, деревенского происхождения девушка, знала какие-то заговоры, знала, как заварить какие-то зелья. Тогда крестьянки бытовую магию очень хорошо знали. Звали ее Анастасия, осталась она в истории как Настаска, любовница, или, как тогда говорили, полюбовница князя Ярослава Осмомысла. Он был зятем
Юрия Долгорукова. Жена его, Ольга Юрьевна Долгорукая, родила ему детей. Его дочь, известная, знаменитая Ефросиния. По-моему, Ефросиния. Слово о полку Игореве. Представляете, забыла. Ярославна, да, Ефросия, Ярославна. Ярослав Осмомысл. Ярославна плачет, Путивлина забрали, приговаривая о ветер, ветрила и так далее, когда она переживала за своего супруга и не за сына, как многие считают, а за пасынка, потому что она вышла замуж по любви. Как и отец, она придавала большое значение любви за вдовца. И вот она обращается к отцу своему: «О, ты, князь, разумный князь, Осмомысл, там сидишь ты в Киеве своем», и прочее, прочее, просит помощи у отца. Собственно, вот этот Ярослав Осмомысл, он и был любовником той самой Настаски. И когда он объявил, что он хочет рожденного от Настаски сына Олега сделать законным сыном, его схватили, не без участия Ольги Юрьевны. Юрия Долгорукова тогда не было. Если бы он был жив, конечно, он своей жестокой рукой все бы это решил быстрее. Она обиделась, ушла из города. Бояре схватили князя, кинули в темницу, а Настаску сожгли. После чего он не оправился, она вернулась назад, но счастья не получилось. Она через некоторое время, княгиня Ольга, уходит в монастырь. Перед смертью Ярослав Осмомысл просит бояр и князей своих, чтобы они назначили после себя наследником сына от Настаски, Олега. Народ бунтует, выгоняют Олега, но приходит к власти, рожденный сын от Ольги, который через некоторое время забирает попадью. Сначала она была его любовницей, потом родила ему детей. И народ восстал, что попадья не может быть нашей княгиней. Замужняя женщина, это срам, весь в отца пошел. Выгнали его. Он ушел вместе с женой. И в городе, вспыхнуло восстание. После чего бояре поняли, что без князя им не обойтись, и вернули обратно. В общем, с попадьей они обвенчались, так и остались в истории. Так потерялось следы потерялись, и попади, и ее детей, что там было, кто там еще после него княжил, уже неизвестно. История умалчивает. Вот это единственная была женщина, которая была сожжена на Руси, обвиненная в колдовстве. Все, больше таких случаев не было. Называли такой процесс аутдафе, отдание огню. Считалось, что они спасают душу этой женщины от вечного огня за ее колдовство. Поэтому она должна пройти адские муки здесь на земле, чтобы там в вечности она была прощена. Жестокая, страшная казнь. Если даже на секунду руку будете держать над огнем, это ужасная боль. И представьте, что чувствовали люди, которых живьем жгли. Милосердный, любящий Боженька. Но, так вот, на Руси это вот как сейчас. То запрещайте, гоните их, закрывайте их, все орут. А в реальности они были и есть, и будут. Вот такое было отношение. То есть это было под запретом, это не рекламировалось, это не особо афишировалось, это люди не говорили, что они пошли к ведьме или к знахарке, но они их знали, уважали, и все всегда к ним шли по любому поводу. Что касается человеческой благодарности и неблагодарности, мы с вами уже давно поняли, что основное количество человечества – это пользователи. Раньше были такие, сейчас такие. Поэтому говорить о том, что там
защищали их или грудью становились, когда тех обижали. Это смешно. Почему не могли сжечь ведьм колдунов? Друзья мои, не каждый народ похвастается тем, что имеет письменность. Мало народов, которые имеют письменность. Остальные пользуются уже тем, что создано. Латиницей, греческим алфавитом когда-то пользовались. Например, восточные народы арабским алфавитом пользовались, потом перешли на латиницу, кириллицу многие и так далее. Вот не все могут похвастаться. А ведьмы, колдуны, вообще представители, люди силы, они имели 6 алфавитов. Тайнопись, которым они общались между собой, тем самым избегали различного рода проблем. Кроме всего прочего, ведьму и колдуна никто не даст на заклание. Если дадут, это за что-то, либо наказание, либо человек должен оказаться на этом месте, там он нужнее в этот момент, либо его закроют от более страшной проблемы и беды, как спрячут на время. Такое бывало. Но чтобы вот дошло до смерти, до убийства, нет. Может быть, в редких случаях, если человек отказывается от своего предназначения, не хочет, начинает жестоко наказывать. Моя прабабушка не хотела, это, то есть к концу жизни практически, в среднем возрасте, скажем, она начала отказывать, она не хотела, она говорила, что плохо себя чувствует. У нее начались вот эти все воспоминания о семье, об этой прошедшей боли в юности, в молодости. Устала она, видимо, от людей. И тогда тоже были неблагодарные люди, как сейчас. И у нее начали забирать детей один за другим. Сначала умер мой дед, потом ее дочь умерла. Или нет, наоборот, случилось, извиняюсь. Ее предупредили так, что если ты не будешь это делать, просто все заберутся, уйдут. Потому что эта сила требует выхода. Мой дед отказался это принять. Он был очень сильным медиум. И об этом знают все. Потусторонний мир практически был и его жизнью. Он все время их видел. Видел, говорил, кто умрет следующий, что будет. Он был очень сильный медиум, но поскольку он родился в Закавказье, там мужчины, знаете, вот там гаданиями, всяким этим не занимались. В редких случаях знающие люди, они себя пробовали, знаете, например, в пастушестве, например, их брали как хороших пастухов. Почему? Они заговаривали от волков стада. У них рождались очень много этих овец. Они все были здоровые. И хозяин, который брал такого пастуха, знал, вот в Казахстане есть такие пастухи, но они пасут и стада, и лошадей. И они очень хорошо разбираются в болезнях, они их заговаривают, они поднимают их на ноги. И такие люди на вес золота, их просто не отпускают, этих работников, дарят им дома, идут им навстречу, помогают, назначают большую зарплату и прочее, прочее. До самой старости они работают. Почему? Потому что эти люди, практически приумножают имущество того человека, который взял его на работу, своими знаниями, тайнами. Вот таких, профессиях эти люди себя находят и себя реализуют. А вот чтобы приходили женщины, мужчины, там, знаете ли, они на них там гадали. Бывали мужчины, которые помогали, но они стеснялись этого и через силу перешагивая они это делали. И мой дед был один из них. Он был очень талантливый человек. У него было очень много тетрадей, переписанных философия жизни. Я говорю, что я продолжила его дело. У него не было возможности это развивать. И все, что он хотел, вот миру донести, рассказать, сказать и так далее, сделала я за него. И вся эта мудрость Вселенной, очень многое приходит вот на генетическом уровне. Ты раскрываешь эти все слои. Он рассуждал о Боге, один ли Бог или много богов, солнце как восходит, почему солнцу поклонялись, кто такие ангелы.
А если среди них темные ангелы? Это был человек малообразованный, который был вынужден с детства работать, чтобы помочь матери. Он закончил всего 4 класса образования. Но он был очень одаренный человек. Писал стихи, сам пел. Его приглашали на свадьбы. Его песни до сих пор поют. То есть, понимаете, это любое дарование, как вы называете, на генетическом уровне передается. Любовь к знаниям, слух, поэтический дар, знание магии и прочее. Вот я продолжила, и я, наверное, довела до финала то, что он хотел донести. Может, более грамотным, потому что у меня была возможность получить образование и свои знания более расширить. И вот как бы вот таким людям вот относились с уважением и на Кавказе, и в Закавказье, и в Средней Азии, Малой Азии. Ну, это вообще Малайзия вся это идет. Начиная охватывает Кавказ, Кавказский хребет, Северный Кавказ и прочее. И на Руси было точно такое же уважение к таким людям, к их знаниям, страх перед ними, благоговение и так далее. И они часто обращались, естественно, к этим людям. Медицина была на нуле. И вот сельские знахари, сельские врачеватели, повитухи, они были на вес золота. Здесь такого не было преследования. Церковь, конечно, запрещала, но и священники, и их семья, и попади тайком обращались к ведьмам, если у них бывали какие-то проблемы. Они понимали, что каждому свое. Понимаете? Вот. О чем мы говорим? Да, поэтому здесь, вот на этой азиатской части, по сравнению с Испанией кровавой, где безумно сумасшедшая Изабелла там жгла и не могла остановиться, опьянела от крови. И королева Мария Кровавая, которая была внучкой Изабеллы, такая же фанатичка, жгла без конца людей. Кто у нас еще? Ну, они потом перенесли это все в Латинскую Америку, на индийцев несчастных, на австралийских аборигенов, в Африку, насильственное крещение, продажа рабов огромного количества, да, людей, запреты вуду, когда им приходилось маскировать. Вот. Поэтому у богов вуду, или как их еще называют, лоа, духов, великих духов, есть христианские маски. Святой Патрик – это папа Легба, Святая Мария – это Ошун. Им приходилось маскировать во избежание смертной казни. Людей казнили практически за то, что они помнят свои корни. Единственное, что им разрешалось, раз в году у них был праздник Мать Африка. Когда они корабли спускали, маленькие кораблики мастерили и пускали по реке со слезами, чтобы эти корабли поплыли до матери Африки и передали ей свою тоску и боль. Конечно, прошли поколения, люди к концу 20 века практически получили полную свободу. Это так просто на бумаге. Черных людей преследовали, по сей день они второсортные считаются. Америка стала их родиной второй. Те, кто тосковал по Африке, уже давно ушли, того поколения и так далее. Вот так вот получилось. У нас такого не было. У нас менталитет был другой. У нас палачей не было. Заказывали с Европы, если кого-то там, преступника какого-то крупного нужно было казнить или там мятежника. Палачи приходили с Европы. У нас не было таких художественных казней, отрезаний языков, отрезаний сердца и так далее. Писали такое, четвертовать. Вот, например, Екатерина Великая приказала четвертовать Пугачева, колесовать, чего только там не было, но сказала, что отсеките вначале голову, а потом делать, что хотите. Все. Не любили у нас народ такие кровавые вещи, понимаете? Был очень чувствительный к этому всему. И не приучали людей к жестокости, бесчеловечности. Это тоже пробуждает звериный инстинкт каждый день на казни ходить. Вот. Поэтому у нас это все сохранилось. Традиции, обычаи.
бытовая магия, нашептать, на булавку начитать, воск лить, там, яйцом катать. Это все осталось у бабушек, дедушек. Практически в каждой семье кто-то это мог, умел и так далее. Но это не считалось колдовством, это считалось бытовой магией. Так не называли бытовая магия, просто говорили, там, катать яйцом надо вот это вот, нашепчи, вот воск лей, вот ртуть, там еще свинец. Неправильно сказала. Свинец лили, ртуть тоже, да, одно время. Потом запретили, конечно, это было. Понятно, что это ядовитое. Свинец не меньше. Воду лили, она там застывала. В общем, различные способы. И это считалось просто знанием. Вот когда спрашивали у бабушек, откуда ты знаешь, а что это такое? Ну, так положено, не знаю, так делала моя бабка. Каждая из них хранила что-то, какую-то лапку ворона, какую-то там булавку от бабушки, какое-то кольцо, что-то еще. То есть это было для них вот помощь в трудной ситуации, как скорая помощь. Красная нить завязывалась, поплевывалась, облизывали лоб ребенку, плевали там в сторону. Или мыли, например, лицо и подолом вытирали и говорили, сама родила, сама отходила. Все, ребенок успокаивался, засыпал. Все эти хитрости, они знали. Но люди, которые взаимодействовали с миром мертвых, которые вызывали мертвых, которые знали мир духов, которые видели будущее, которые могли помочь предсказать, которые могли начитать, чтобы поле дало богатый урожай, которых приглашали заговорить корову, когда та переставала давать молоко и так далее. Таких людей было немного. Но, скажем, в каждом селении они могли не быть. Ну, по крайней мере, вот на 5-10 селений, да, одна бабка была, которая этим всем занималась, и знали ее, и возили, и просили, и дары давали, и все такое. Поскольку тогда денежный эквивалент, он как бы был не настолько важен, денег было мало, тем более сельский человек, что ему надо? Деньги, что он будет там делать в те времена царские? Ну, приносили сахар, привозили свечи, которые тоже тяжело было достать, они сами делали из воска. Могли дрова наколоть, могли крышу починить, могли забор починить и так далее. Гуся, курицу, каждый кто что мог. Все равно откупались, потому что знали, что нужно отдать что-то, чтобы это закончилось, чтобы опять через некоторое время эта проблема не вернулась. Все закрыли и прочее. И у нас сохранилось огромное количество таких людей, жили веками, которые знали, знающие люди. Но были и те, которые просто бытовой магией занимались. И вот внуки, правнуки, внучки, правнучки тех бабушек, которые знали, что там нашептывать быстренько, что-то на булавку начитать, что-то яйцом катать, они почему-то решили, что это колдовство, что это дар, что это вот их род какой-то особенный, и они что-то могут. Они не понимали, что особенно в то время, когда было под запретом, там вера, церковь закрывали коммунисты, что бабка доставала ночью икону где-то спрятанную, ставила свечу и молилась. И вот ребенок, который стал пойти в туалет, видит бабушку, которая на коленях что-то там шепчет перед свечкой. И у него остается очень такое яркое впечатление в голове. И особенно, когда бабушка отвечает, мол, ну, это нельзя об этом говорить, это просто я просила, чтобы все вы были здоровы, чтобы все было хорошо. Вот вырос этот ребенок и почему-то считает, что бабушка моя была ведьма, колдунья, очень сильная. Она там читала нам заговоры, защиты на всю семью и так далее. Понимаете? Вот такое искаженное представление. Еще раз повторюсь. Есть гадалки. Это от слова древнегреческой богини Гада, богиня судьбы, которые ходили, и она раскрывала какие-то тайны судьбы и будущего. И потом это вот угадывать, гадать, это из римского слова. Это не древнерусское слово, раньше не было такого понятия гадать. Гадать появилось значительно позже. С принятием христианства очень многие греческие, римские, латинские слова стали у нас как бы нашими.
Вот есть гадалки. Они немного приучены, что-то там, бабушка там смотрела на картах. Может быть, действительно есть хорошие гадалки, которые могут по руке читать судьбу, по лицу там начитывать и так далее. Это одно. Вот объясняю, вот вы приходите в больницу, да? Заходите, у вас там в приемном покое заполняют карточку, меряют давление, записывают ваши данные и так далее. Вот это гадалки. Есть так иерархия магии. Которые что-то увидели, что-то записали, что-то посоветовали. Следующий этап. Ты ходишь к хирургу, который видит проблему, назначает лечение или операцию делает. Это видимо. Вот вся разница. Там что-то увидели, твое давление, резус-фактор записали, что там, чего, какая аллергия, на какое лекарство. Это гадалка. А когда ты идешь к хирургу, и он видит твою проблему и говорит, что надо это отсечь, и вылечить тебя, это ведьма. Вот, собственно, вот эти все бесконечные тарологи – это гадалки. Какие-то обученные есть, какие-то там... Причем система Таро, она такая, что с каждым человеком что-нибудь да совпадет. Она так создана. Но именно читать ее полностью могут, конечно, ведьмы. Но ведьмы со временем откладывают карты в сторону. У них уже настолько поток информации большой, что им карта не нужна. Карта всего лишь сохраняет карты. Всего лишь сохраняет энергию человека. Там 80% твое видение. 20% подсказка карт. Вот и все. Это не просто бумажки. За ними стоят силы. И автором этих карт являются древнеегипетские жрецы. Они вычислили 4 стихии и 4 силы, которые управляют человеком и судьбой человека. Смотрите, кофе показывает то, что у тебя на душе. Руны были не для гадания, потом позже появились руны, показывают, что у тебя над тобой, какие силы над тобой в данный момент существуют и как они покровительствуют. А карты показывают, что будет вот в данный момент в твоей жизни или там что делать, совет дает. Теперь к вопросу, почему ведьмы стали реже рождаться и обязаны ли ведьмы передать свой дар, также и принять его. Насколько я поняла, вы не собираетесь передавать свои силы, знания и силу. Начнем с конца. Я свои знания уже передала. И передала миллионам людям. И этих миллионов будет еще больше, потому что из поколения в поколение они будут пользоваться моими работами. Это означает, что я их передала. Уже. Свои знания. Остальные знания я передала тем людям, которые называют себя практиками. Пусть их мало, но я для них тоже создала и оставлю очень много работ. И те работы, которые делают обычные люди, могут провести практики. У них просто сильнее получится. Так что знания свои я передала уже. Не все, но основные. Что касается силы. Я думаю, что я передам. Но передам, наверное, наверняка своей внучке. Даже после смерти передам. Так что я передам. Это однозначно. Далее. Почему ведьмы стали реже рождаться? Потому что ведовские роды начали останавливаться, прерываться. И то, что сейчас все орут, пробуждаются, все становятся ведьмами, ведовство возвращается язычество, родноверие. Оно просто, как ураган, все сметает, и уже церковь с этим не справляется, как бы они ни просили властей гнобить и гнать ведьм, но власти тоже там не дураки сидят, они понимают, что это поднимет волну недовольства. Зачем это надо? Тем более этими всякими шоу экстрасенсами отвлекать людей от основных проблем.
Церковь может хотеть что угодно, но у нас уже светская власть. И вот это вот выкрики, что ведьмы пробуждаются, больше становится ведьм, не ведьм становится больше, больше становится шарлатанов. Тех, которые уже имеют доступ к общей информации, те, которые поняли, что это, как им кажется, легкие деньги и бизнес, и они лезут в магию. И их хватает недолго, потому что если это не твое, ты за это не борешься, не сражаешься и, следовательно, угасаешь. Много всяких шоу ведьм и прочее. Но и, с другой стороны, государство само поощряет это своими всякими программами мистическими и прочее. Поощряет. Сначала запустили эту волну, теперь хотят погасить эту волну. Людей, у которых есть информация и доступ к информации о магии, стало много. Но ведьм и людей силы настоящих стало меньше. Наоборот. Вот то, что вот заполонили все эти так называемые ведьмы, это не ведьмы. И к ведьмам эти люди не имеют никакого отношения. Это люди, которые пришли зарабатывать на магии. Магия их привлечет сначала, потянет как казино, а потом они проиграют все, вплоть до жизни, свободы, до всего, что у них есть, и это уже не первый и не второй случай. Некоторые продержатся некоторое время, некоторые ненадолго. Некоторые чуть дольше, может быть. Но их сметет эта волна. Останутся только настоящие. А прервалась это все. Вот эти ведовские роды начали прерываться именно из-за того, что многие ударились в религию, многие для прикрытия начали говорить от имени Бога, что они молитвами отчитывают, начали ходить в церковь, дабы показаться хорошими. И постепенно этот христианский эгрегор перекрыл и закрыл и это дарование, и эту силу их рода. И в конце концов они просто превратились в обыкновенных сельских бабушек, которые знают всего-то там, как на свечку начитать молитву, как на яйцо начитать молитву, как там воск лить с молитвой, и все. И те сильные знания, и та сила, которая подсказывала, вела этих ведьм из поколения в поколение, которая приходила. Ведь основное количество этих женщин они записывали или запоминали, если были неграмотные. Все, что им давалось во снах, в подсознании. Приходили эти духи, говорили с ними. Тогда было более открытое видение всего этого. Это все перестало существовать, и остались в их роду просто обыкновенные бабульки, которые там что-то могут нашептать, что-то начитать. И постепенно это сошло на нет. Вот эта родовая сила ушла. Вот в чем дело. Так что ведьм не больше стало, их стало меньше. А вот тех, которые играют ведьм, да, притворяются ведьмами, да, их стало больше. Дальше. Теперь другой вопрос. Какие условия нужно выполнять ведьме, чтобы войти на контакт с душой покойного? Это какая-то вещь усопшего или необходимо оказаться в месте, где этот человек жил когда-то? Нет. Вот не знаю, отвечала я на эти вопросы? Нет, наверное. Но отвечу еще раз, если. Не обязательно. Для того, чтобы ведьме войти в контакт с усопшим, если это начинающий человек, если это человек еще неопытный, только ему предстоит постепенно узнавать мир магии, раскрывать. Да, в начальных стадиях желательно, чтобы была фотография, предмет-посредник, вещь. Некоторые могут попроситься поехать в дом к этому человеку. Может, там сохранилась его энергия и какая-то информация. Но помимо, то есть не помимо, неправильно сказала, постоянно при набирании опыта, да,
при усилении, и чем старше она становится, тем сильнее ее связь с миром потусторонних сил, она уже может вызвать его без ничего. Просто знать имя, дату рождения, смерти, или даже не знать ничего, через человека родного увидеть душу ушедшего человека, потому что у них есть невидимая связь, она сохраняется. Поэтому ведьмы иногда говорят: вижу, недавно похоронила человека. Вижу, 3 ушли из вашей семьи и так далее за короткое время. Она их видит, она видит эту невидимую нить в этом вот тонком плане потустороннем. Она учится работать с фантомом человека, то есть его генетическое, то есть вот смотрите, ДНК человека – это то, что передает особенности физиологии, цвет глаз, цвет волос, где-то характер человека, да, тоже относится к физиологии. Психика тоже как бы ощутимо физиологическая вещь, хотя мы считаем, что это где-то не видно, но это есть в поступках человека, мы видим его психическое состояние и прочее. А фантом – это ДНК души. Там сохраняется память о предках, память рода, память души до его рождения на этот свет, когда он там еще был сущностью, его страхи, желания, его дорога, срок его жизни и так далее. Все там сохраняется. И когда ты работаешь с человеком, ты вытаскиваешь его фантом, ну это так, образно говоря, призываешь фантом человека и меняешь в нем все те неполадки, которые мешают ему жить. В этот момент человек может спать, может не спать. Это не душу вытащить, надо правильно понять. Это его ментальное состояние, ментальная оболочка. Это все, что он даже сам не знает, не в курсе о своих страхах и каких-то желаниях, которые ты можешь увидеть по его фантому. Некоторые люди говорят: нет, что вы, я никогда не стану, там, например, я посоветовала одной женщине заняться парикмахерством. Она сказала: не знаю, никогда не думала и так далее. А потом она признала, что, вы знаете, я ужасно удивилась, потому что у меня отец был парикмахер, всегда хотел меня научить, а я сопротивлялась. И вы когда сказали, я была в шоке, потому что он говорил, что это мое предназначение. Вот он был, то есть он хорошо делал свою работу и хотел научить хитростям и тонкостям своего мастерства свою дочь. И это я сказала. Почему? Фантом показывает твои таланты, твои расположенности, чем тебе лучше заняться и прочее. Но я стараюсь это не говорить, объясню почему. Я не хочу, чтобы люди... Ну, то есть, они и так скидывают свои проблемы и ответственность за свою жизнь на других людей, на меня в частности. И мне не хочется, чтобы они совсем прям оборзели и прям сидели, чтобы я за них решала, кого любить, где работать и кем стать. Надо немного брать ответственность за свою судьбу в свои руки. Вот, собственно говоря. Далее. Так что, да, выйти с ушедшим человеком, спокойным человеком на связь. Чем опытнее ведьма, тем меньше ей нужны предметы, фотографии, места и даже место захоронения ни к чему. Она может увидеть и связаться, и говорить с ним. Желательно, конечно, в темное время суток, когда дневной свет уходит, и вот раскрываются астральные миры. Она может говорить и днем, в темноте, сосредоточиться, но более активные души людей, и не только людей, значит, они активны больше, когда солнце садится. Это имеет определенное значение. Энергия солнца блокирует их нахождение в этом мире немного. Вот поэтому искусственный свет, который чем-то заменяет энергию солнца, очень малых долях, конечно, даже искусственный свет, он где-то блокирует их
передвижению по дому. Поэтому в исламе пророк Мухаммед советовал дома всегда где-нибудь зажечь свечу и держать, значит, эту свечу в какой-нибудь комнате, чтобы было какое-то освещение, чтобы джинны не могли очень прям хозяйничать дома. И говорил, что человек должен быть дома после заката. Путник должен искать убежище, как только солнце клонится к закату, потому что с уходом солнца вот этот блок падает, вот это вот забрало, да, открываются врата, и уже духи потустороннего мира начинают хозяйничать в нашем мире. И ты должен быть либо в своем доме, либо остаться в гостях, поэтому по ночам люди оставляют своих гостей и говорят: ночью куда вы собрались, ночью небезопасно, зачем ночью куда-то ехать. Ночь – это время, ну, не скажу, что для злых сил, но злые силы тоже, особенно они сильны именно ночью. Не зря в армянской теологии, например, Кишерамарь или Матерь ночи, в грузинской теологии Хамура, ночная матерь. Кстати, так Филина тоже называют Хамура. Вот Гишерамарь, которая ищет солнце, чтобы поглотить ее, уничтожить и не дать, чтобы тьма, значит, окутала мир и больше солнца не взошло. Хочет, чтобы наступило ее царство. Когда забирали ночью нас от бабушки, всегда она клала там кусочек хлеба нам за пазуху в детстве, что там начитывала, давала с собой соль или что-то еще сыпала. Но она очень прям была искусна в этом деле. Все это понимала и знала. Мои все бабушки так любили это все и понимали. И даже если нам надо было через улицу пройти, чтобы ночью, когда с родителями мы уходили с гостей, чтобы у нас была хорошая дорога, без происшествий. В исламской, значит, философии, например, да, теологии, мифологии, в Коране в том числе написано, например. Почему я привожу разные? Потому что это все имеет общие корни. Это все переписано, переделано у разных народов, взято. Это все существует. У них ночной вот этот кошмар дорог, куль или гуль, аль-куль, эль-куль, по-разному его называли. Он был самый опасный, страшный, и он руководил разбойниками, он показывал им, где находятся люди, он их сопровождал, он им помогал грабить и убивать. И разбойничьи шайки, банды, они поклонялись ему, приносили ему свою добычу, оставляли у перекрестков, еще где-то возле деревьев, возле воды и прочее, просили помощи, покровительства, чтобы он их сокрыл, укрыл, закрыл, чтобы он их защитил от властей, потому что это была очень жестокая расправа. Ну и он им как-то подсказывал, как напасть, в какое время, на каких караван-сараев нападать, на караванов нападать. Караван-сарай, кстати, переводится как... Ну, гостиница современная, если название. А так это дворцы для караванов. Там были отдельное место для верблюдов, были бани, были как чайхана, вот как ресторан нашего времени. Это целая была крепость посреди пустыни со своей армией, где путники могли отдохнуть. Были врачи там, вылечиться, набраться сил, значит, и продолжить свою дорогу. Могли даже за деньги у хозяина попросить сопровождение его воинов, которые его охраняли. Так что в те времена караван-сараи это держали только очень богатые и влиятельные люди. Не всем это разрешалось. Так.
Так что с миром потустороннего, то есть потусторонних сил, ведьма может связываться без особых трудностей, если она имеет опыт. Так, давайте, наверное, на сегодня завершим. Я даже отмечу, до какого времени. Так, и продолжим с вами, поскольку я каждую тему очень подробно должна объяснять, поэтому так и сделаем с вами. Итак, на сегодня достаточно. Следующая часть, серию, ролик, как хотите, лекцию, я сниму по мере возможностей, постараюсь пораньше. Пока что вот переварите эту информацию, которую я вам дала. Немного устала. У нас 37 минут 4-го, ну, почти 4 утра практически. Ну, ничего, я привыкла в таком режиме жить, работать, так что мне не привыкать. Всем удачи!